Итак, всем привет! У нас на сегодня ремонт запланирован вот такой вот мясорубки электрической. Это российская мясорубка, называется она Дива. Мощность ее 300 Вт. Вот, принесли мне ее посмотреть, сказали, что работала, и вдруг остановилась во время работы, и при включении ни туда, ни сюда не работала, не функционировала. Вот. По словам сказали то, что запаха от нее никакого нету, горелым не пахнет. Ну, скорее всего, я предположил то, что дело либо в проводе переломился где-то, да, провод в проводе внутри, его незаметно, перелом, и контакта нет. И либо, скорее всего, что-то внутри отошло, какой-то проводок переломился со временем, так как мясорубке уже около 15 лет. Работала, и вдруг она перестала работать. До этого она все нормально работала. Просто отключилась и больше не работала. Так, выглядит она вот таким вот образом, да? Белого цвета, 300 Вт. Как обычные все мясорубочки. Вот такая вот у него здесь номинал. Мясорубка электрическая Дива. Так, откручиваем мы ее. Винты находятся плоской отверткой. Вот здесь вот два винта здесь, один вот здесь винт, и четвертый винт, он находится скрытый. Нужно будет открыть вот эту крышку переднюю. Вот для этого нужно будет отверткой поджать, немного нажать вот на этот вот фиксатор, и крышка снимется. Снимется она вот таким вот образом, раз, и отойдет. То есть здесь вот сверху еще один фиксатор есть. И внутри точно так же винт. Вот параллельно здесь стоит винт. Сейчас мы его откроем. Вот, и включимся назад. Так, ну вот здесь я надавил на этот фиксатор. Вот он вышел из паза. И здесь сверху у нас тоже есть фиксатор. Вот он здесь находится сверху. Поэтому нужно будет аккуратно, не сломать его. Крышку сняли. И точно так же здесь вот винт отвинтили. Я его уже заранее отвинтил. Вот, снимаем эту крышку. На этой крышке у нас здесь проводов никаких нет. Отставляем ее в сторону и смотрим. Я ее уже открыл и посмотрел, что здесь не в порядке. Вот, во-первых, что было здесь не в порядке. Мне сразу хотелось сначала было прозвонить тестером провод, прозвоночкой, да, посмотреть, нет ли здесь разрыва. Но посмотрел по итоге еще здесь щетки нормальные, все крутится, все хорошо. Вот, но обратил внимание вот на этот провод. То есть этот провод практически касается вот этой крыльчатки. То есть это вентилятор, грубо говоря, он обдувает наш моторчик. Вот так он крутится. И этот провод, он, видимо, терся. Сколько лет он уже пользовались, столько он и терся. И мы можем видеть, как изоляция протерлась до провода, до медных жил. Вот здесь вот все терло. Вот, и вот здесь вот все терлось. Практически до медных жил протерло. А вот в этом месте видно то, что медные жилы протерты буквально насквозь. То есть они уже даже не касаются. То есть терся. И эти медные жилки. Сейчас я его разъединю. И вот видим то, что медные жилки, они протерлись. Вот и наша причина, банальная. Тупо протерлись провода. И они уже не касаются, и пропала электроэнергия, на двигатель не поступала. И все, и он во время работы просто тупо встал, электродвигатель, и дальше уже не работал. Вот так вот. А должны были эти провода во время укладки, когда монтировали, да, собирали эту
мясорубку, сборщики, они должны были вот в эти технологические пазы проложить эти провода. Они, видимо, этого не сделали. Вот, либо забили, либо какой-то новичок и поспешил, не положил в эти пазы провода. Вот таким вот образом нужно было их вложить, чтобы они не протирались. Вот, и потом только собирать. Вот и все. Ну, ничего страшного, сейчас мы все это дело запаяем, только на пайку. Вот, и оденем термоусадочку, и все будет у нас работать. Эти вот оголенные провода тоже термоусадочку сделаем. Вложим их вот в этот технологический паз, чтобы они опять не протерлись случайно. Вот, но можно сразу диагностировать при такой поломке, которым запаха нету, нашей мясорубки или нашего электроприбора. Если запах такой специфический горелый не идет, можно понюхать мясорубку, да, вот в эти отверстия. В любом случае запах будет. Вот, если этого запаха нет, вот, значит, нужно будет прозвонить этот провод, да. Вот можно воспользоваться вот такой вот отверточкой, которая светится, да, на батарейках она. Вот, можно ей прозвонить, если нет там прозвонки. Так, сразу проверяем щетки. Вот, что еще. И смотрим провода вот эти, смотрим, двигаем, трогаем, если что-то где-то, может быть, у них, может быть, перелом. Видите, вот здесь вот может быть такое, даже просто банально перетерся. Вот и все. Сейчас мы его включим в розетку. Вот. Включаем клавишу. Вот он не работает. И буквально замыкая наши вот эти контакты, и мясорубка будет работать. Вот и все. Буквально мы нашли поломку. Сейчас мы ее запаяем. Все. И собирать будем. Вот и все. Мы починили буквально быстренько этот наш аппарат. Откручиваем на всякий случай из розетки. Вот, подписывайтесь на наш канал на YouTube, группу ВКонтакте. Вот, и смотрите нас дальше. Также будем что-то делать своими руками, что-то ремонтировать, что-то делать своими руками. Вот, также мы производим на заказ выжигатели различные, эксклюзивные дымогенераторы для копчения холодно-горячего. Вот, нагнетатели дыма для этих дымогенераторов. Вот, выжигатели молний эксклюзивные, резаки по дереву, как по дереву, так и по пенопласту, по поролону. Вот, и регрудеры, пассиваторы, аппараты для шокера для забоя свиней. То есть многое, что мы делаем. Можете перейти на наш канал, посмотреть видеообзоры, подписаться. Вот. Всем пока, до новых встреч.